Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую случайных зрителей, подписчикам же крепко жму руку. А в этом видео я хочу немного поговорить на тему новостей по поводу коронавируса COVID-19, так называемого. Что ж, и сразу после заставки канала погнали! Итак, тема коронавируса сейчас обсуждается всеми, причем количество и объем зараженных в нашем регионе, то есть в России и в близлежащих к нам странах не такой уж и высокий, чтобы говорить о действительно прям такой масштабной глобальной пандемии. Но немножко поговорим сейчас об эпидемиологической обстановке. Конкретно на данный момент, на 23 марта у нас с вами сейчас 367 подтвержденных зараженных на территории России. Была у нас одна смерть, опосредованно связанная с коронавирусом, но там были осложнения. И я вижу, что сейчас у нас эту смерть из официальной статистики убрали. Наверное, не надо так делать на самом деле, это попахивает сокрытием данных. И вообще очень много информации о том, что действительно из-за того, что диагностические средства в России недостаточно развиты, из-за того, что те тесты, которые проводят, их проводят неправильно, тестируя кровь, хотя на самом деле надо тестировать в первую очередь, конечно же, мазки из рта, носа. Только такие способы, методики тестирования действительно показывают с высокой долей корректные данные о заражении. Из-за именно таких недоработок в методиках на самом деле, скорее всего, действительно очень мало количества зараженных, а на самом деле их в разы или даже, может быть, в десятки раз больше. Просто мы их еще не выявили. В частности, можно, например, обратить свой взор, допустим, на Великобританию. Те меры, которые сейчас в России, если их сравнить с мерами, которые принимают сейчас в Великобритании, там приняли достаточно любопытную методику, которая указывает на гораздо лучшее понимание того, как у нас COVID распространяется, для кого он в первую очередь опасен. В Великобритании, опять-таки, изолируют возрастных жителей, не изолируют жители среднего и младшего возраста. Считается, что наоборот, нация, в общем-то, может переболеть этой болезнью, выработать иммунитет у широкой массы людей. И для нации это будет более полезно, чем объявлять такие карантины, самоизолироваться, пытаться спастись от этого всего. Хотя на самом деле, что мы наблюдаем, например, в Москве? Метро не закрывается. Метро является наиглавнейшим методом распространения ковида, если действительно у нас начнут ходить зараженные по улицам, а они действительно ходят. Не закрываются в полной мере, не закрываются детские учреждения, в основном детские сады. Да, конечно, дети в легкой форме переносят, но они являются распространителями этого заболевания. Соответственно, один ребенок приносит болезнь в семью, вся семья заболела и дальше по нарастающей. То есть в России меры недостаточные, а в Англии достаточно любопытные меры принимают, и на это, наверное, нужно отдать должное им. Что еще интересного здесь можно отметить? Значит, уже у нас и сайт создан как раз таки для отслеживания оперативной обстановки по распространению. Этот сайт существует достаточно давно, все им оперируют. Несколько дней назад у нас появился аналогичный сайт от компании Google. Он выглядит у нас таким образом. То же самое, здесь собраны и все ссылки, и дополнительная информация, и более того, здесь у нас есть и интервью различных светил, так скажем, и есть то же самое карта распространения. Она выглядит таким образом, гораздо более такая она простая, но также здесь все данные у нас есть. То есть, в принципе, она перекликается с этой картой. Кроме того, на что еще нужно обратить внимание, что, конечно же, ожидать скорейшего появления лекарств от ковида не стоит. То есть самая ближайшая перспектива — это год-два, когда у нас, соответственно, лекарства экспериментальные какие-то будут произведены, после чего, соответственно, будет произведено тестирование этих лекарств на каких-то группах. Сначала это будут животные, затем это будут тестовые группы с людьми, и только потом уже, когда полностью
все эти формальности будут пройдены, возможно появление полноценного лекарства. Но тем не менее, и это, кстати, заслуживает очень большого внимания. Но тем не менее, из уже имеющихся лекарств, так как людям приходится сейчас все-таки бороться за выживание тех людей, которые заражены и которые находятся в тяжелом положении, их врачи пытаются лечить теми лекарствами, которые у них есть в распоряжении. И начинают поступать первые как раз таки данные о положительном эффекте тех или иных существующих лекарств и их связок. В частности, насколько я понимаю, в Италии, где очень тяжелая обстановка сейчас с количеством зараженных, и действительно там, как в военное время, больницам приходится предпочитать лечению очень тяжелых возрастных пациентов, они предпочитают ставить на аппараты с искусственной вентиляцией легких тех пациентов, у которых шансов выжить больше. То есть у них действительно острая нехватка и оборудования, и, соответственно, места в больницах. Да, если действительно посмотреть на нашу карту, найти здесь Италию, вот, вы можете увидеть, что у них сейчас практически уже 60 тысяч зараженных и больше 5 тысяч смертей. Так вот, там показала свою эффективность связка из противомалярийного средства и антибиотика. Конкретно речь идет про гидроксихлорохин, торговое наименование плаквенил. Это у нас противомалярийное лекарство, эффективность которого против COVID-19 была показана в испытаниях на 24 пациентах в Марселе. Однако лучшие результаты этот препарат дает в сочетании с антибиотиком азитромицином. Хотя, конечно, много говорилось о том, что антибиотики не подходят у нас для лечения вирусных инфекций, но тем не менее вот именно такая связка почему-то показала достаточно высокую эффективность. До 90% пациентов, которым эта связка лекарств давалась, выздоравливала. В том числе такие же данные, я так понимаю, у нас поддерживаются и Министерством здравоохранения США, то есть примерно такие же рекомендации о лечении на данный момент выдают они. Да, ссылочку я, конечно же, помещу под видео, кому интересно, посмотрите. Но вот в Китае, например, свою эффективность показало немножко другое лекарство, называющее фавипиравир. Однако это у нас противовирусный аппарат, разработанный в Японии. И, соответственно, например, для нас в России данное лекарство, конечно же, будет недоступно, так как его еще очень долго будет согласовывать наше Министерство здравоохранения и разрешать. А вот в то же время связка из гидроксихлорохина и антибиотика азитромицина, она, в общем-то, нам абсолютно доступна. То есть можно, я так понимаю, сейчас даже прийти в аптеки и эти лекарства попробовать приобрести. Единственное, конечно же, могут потребовать, соответственно, показания врача. Но по идее, наверное, врач это может показать, если для этого есть какие-то предпосылки. То есть все-таки существуют какие-то подвижки уже в лечении, несмотря на то, что, конечно же, полноценной разработки лекарства на данный момент еще говорить не приходится, еще для этого очень прошло мало времени. Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Что-то уже начинает появляться, и это, конечно же, очень хорошо, это нужно приветствовать. Некоторое время назад у меня на канале были видео, которые я снимал непосредственно перед зданием противочумного центра в Москве. Это у нас здание, находящееся по адресу улица Мусорского, дом 4. Значит, там у нас производятся действительно какие-то тоже авральные такие работы. Власти подготавливают к использованию этого здания в целях как раз-таки борьбы, в том числе и с коронавирусом, так как он сейчас очень стал актуальным. Вот, ссылочки на те видео, конечно же, я размещу где-то здесь вверху экрана, кому интересно, также посмотрите. Соответственно, близость к этому противочумному центру для части москвичей, естественно, подогревает на самом деле еще больше интерес, некий даже ажиотаж по теме коронавируса, потому что в большинстве случаев мы только где-то издалека слышим о том, что где-то кто-то заболел. Не знаю, вот как у вас, есть ли, например, родственники или знакомые, которые заболели коронавирусом. Расскажите об этом, если действительно у вас есть такие случаи, это очень любопытно, потому что большинство людей просто слышат об этой теме из новостей. Вот у меня, в принципе, один из знакомых по Фейсбуку
находится сейчас в Италии. Там действительно очень тяжелая обстановка. Знакомый тут у нас как раз себя очень плохо чувствует. Есть определенные предпосылки считать, что он, возможно, заражен. Вот, то есть у меня определенное соприкосновение с этой тематикой есть. Ну и опять-таки это самая близость к противочумному центру, в которое по информации СМИ стекались многочисленные пробы на коронавирус в попытке выделить живой коронавирус для дальнейшей борьбы с ним, разработки лекарств, дальнейших каких-то мероприятий. Это вот тоже подогревает на самом деле эту тему, поэтому мне тем более интересна любая информация, расширенная тем, что у меня есть. Я, естественно, в первую очередь делюсь с вами. Ну а пока, наверное, это видео я буду заканчивать. Хочу вас поблагодарить за просмотр видео до конца. Если вы обладаете какой-то горячей информацией по этой тематике, обязательно делитесь ей в комментариях под видео. Я думаю, вам и зрители, и подписчики будут очень благодарны. Не забывайте поставить лайк, если видео понравилось, и дизлайк, если видео не понравилось, не стесняйтесь. А если вы не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажимать на колокольчик. Все, друзья, всем удачи, пока.